Всем привет! Вы на канале BuildBlock. Ну что ж, пришло время узнать, что же все-таки такое Sorare Академия. Итак, вы готовы? Тогда мы начинаем. В середине лета администрация на своем интервью анонсировала такую вещь, как Sorare Академия. Что же это такое? Многие мои подписчики даже не знают об этом анонсе, но давайте теперь разберем немного поподробнее, потому что они обещали выкатить обновление в конце лета, либо же в начале осени, то есть уже вот-вот оно должно выйти, потому что летом мы его не увидели, сейчас вышла Ла Лига целая, ну а после такого крутого события можно, мне кажется, выпускать уже и Академию. Ну что ж, давайте теперь разберем немного поподробнее, о чем же все-таки нам администрация хотела рассказать. Итак, администрация сказала, что будет выпущена отдельная лига, которая будет называться Sorare Академия, и там будут заиграны карты, которые не достигают какого-то максимального порога. То есть, о чем это говорит? Мы не будем соревноваться между там Мбаппе, Киммихами и прочими игроками, которые набирают по 80-90 очков и выигрывают топ-1 места. Мы будем собирать игроков, которые средний рейтинг у них меньше 45 либо 50. То есть, ну не знаю, на самом деле правильно это порог или нет, потому что есть игроки, которые low strike, то есть когда они мало очков выбивают, не голевая серия у них идет, но на самом деле они охрененные бомбардиры и набирают очень много очков, но пришло такое время, что L5 last 5 матч. Последние 5 игр они сыграли не очень, и их рейтинг внутри Sorare, да, который мы можем увидеть, когда составляем команды, либо же покупаем этого игрока, циферки их падают, и будет не совсем правильно. Но, насколько мне известно, администрация будет отбирать эти карты вручную, то есть если это, допустим, Криштиану Роналдо, он перешел в Манчестер Юнайтед, 4 матча выйдет со скамейки, наберет 25 очков, и один матч выйдет, забьет там пенальти, либо же забьет гол, наберет там 65 очков, итого средний примерно у него будет 35-40, и тогда будет немного несправедливо. Поэтому я думаю, что таких игроков, как Роналдо и все игроки, которые находятся в Tier Star, либо же Tier 1, то их будет администрация вручную отбирать и не запускать. То есть для чего вообще Sorare Академия нужна? Это не просто для людей, которые не с большим бюджетом играют, то есть либо они только недавно зашли, либо априори не хотят выделяться, а хотят показать свои фэнтези-футбольные навыки. То есть они могут отобрать, найти где-то игроков, поставить их в состав, которые они еще не сильно развитые, там не сильно много набирают, но затем будут набирать. Итак, для чего же все-таки она нужна? Это будет отправной пункт с меньшими наградами, но зато более выгодный. То есть, если мы берем, как я воспринимаю сериал Sorare на минималках, то это будет самый лучший вариант для меня, я туда перейду, потому что у меня игроки набирают немного очков, я борюсь за места под выживание, так сказать, набрал минимальные вообще копейки какие-то, уже радуюсь, поэтому Sorare Академия будет то, что она как раз-таки нас спасет. Спасет в плане того, что будут отдельные награды. Итак, давайте чуть-чуть поговорим теперь о наградах. Что же это будет? Администрация анонсировала 3 вектора развития. То есть это, получается, у нас будет такая система, как, RPG игра, может Food Team годов, не знаю, каких только начиналось. То есть мы будем прокачивать левел нашей академии. Чем больше уровень, чем больше очков мы набираем, тем более выгоднее призы мы можем купить. То есть как таковой будет поле чудес, когда мы копим очки, угадываем правильно составы, а потом мы покупаем на эти очки то, что мы хотим. То есть, не знаю, как это будет выглядеть, но мне кажется, что мой Sorare, когда вводили, эти монетки, с которыми мы покупали себе всякие ачивки, покупали себе шапки, покупали аватары, как раз таки для этого, это, можно так сказать, небольшое введение Sorare Академии. То есть мы также будем получать эти монетки в награды. То есть, по факту будет введена внутриигровая валюта. За эту внутриигровую валюту мы можем что купить? Можем купить себе рандомную карточку игрока Tier 3.
То есть это будет уже там отправная точка для менеджеров, которые хотят выиграть карту, но не получается у них, да. То есть если брать меня с Сарар на минималках, то карту я еще ни разу там не выигрывал за 5 серий, но благодаря Сарар Академии я смогу ее выиграть. То есть это уже будет большой плюс в плане того, то, что да, возможно, эта карта пока что дешевая. Да, она тир 3, но в тир 3 есть игроки, которым там сейчас 22-23 года, которые только, можно сказать, поздне раскрытые таланты, которые только куда-то собираются переходить, ну, либо же просто им тренер не дает играть. И они могут уйти и стоит начать гораздо дороже. Поэтому не стоит так, грубо говоря, пренебрегать тир 3, да, возможно, там будут старые игроки, но все-таки куда лучше, да, если мы получим игрока и там через 2 года, через год он будет там стоить почти целое состояние, то есть пол эфира может стоить 0,3 эфира, то есть если такие стоимости будут в тир 3, реально круто. Второй вектор, который мы можем выбрать, это мы можем прокачать свою команду, то есть у нас есть карточки игроков, но у них опыта не так много. Иногда бывает так, что когда мы регистрируемся в турнире, да, в каком-то, наши игроки набирают там много баллов, и нам не хватает там буквально полбалла до призового места, либо до более лучшего призового места, да, то есть перепрыгнуть с тир 3 на тир 2, полбалла, балл. И за счет опыта как раз-таки, да, наших основных игроков, которых мы заигрываем, можно как раз-таки эту пропасть нивелировать и иметь гораздо крутое преимущество. То есть, ну, представьте, у вас есть там, ну, условный Александр Соболев на пике своей карьеры, да, как в том году он забивал каждый матч, набирал 60-70 очков, то есть играл весьма круто. Плюс там добавьте сразу 15%, да, если вы эту карточку купили давно, плюс прокачали ее, плюс и бонус сезона. То есть 15-17% вы добавляете сразу, не считая, что он капитан. А если добавите капитанство, то это еще половину очков практически вы получаете. И вместо того, чтобы получить там 70-80 очков, вы получаете 120, просто если этот игрок станет капитаном. Ну это же круто. Поэтому то, что можно качать карты за эти баллы, это будет весьма большой шаг. Менеджеры, которые имеют свою большую коллекцию, да, либо же уже имеют какие-то азы и могут спокойно там участвовать в All-Star Division 4, All-Star Division 3, там, играют в региональных чемпионатах, то будет, ну, суперски, да, то есть я зашел туда, поставил игроков, которые у меня не сильно развиты, прокачался ими, то есть даже если у меня их нет, я пошел их купил, поставил их в состав, в Сарар Академию, заработал бонусные очки и прокачал свою основную команду. Но это же круто. Сарар дает шанс и менеджерам, которые будут играть уже давно, да, которых там имеется какая-то большая коллекция. И также для менеджеров, у которых маленький пул, которые не могут нормально развиться, да, как и я, допустим, в СУРР на минималках. И это будет еще одним отправным толчком. То есть там не будет множителей в этой Сарар Академии, там будет просто как в Weekly Challenger, то есть мы ставим карту, у нас неважно сколько у нее бонусов, да, там поставили одну белую, поставили там одну желтую, поставили одну красную, поставили одну синюю, то есть, ну, в разнобой поставили, что карты у нас есть. Возможно, мы там кого-то купили на перспективу, и вот как раз у него шанс есть помочь нам набрать эти очки, и потом мы их качаем. Звучит круто, мне это нравится. Ну и третий, самый желанный и самый любимый будет, мне кажется, многих менеджеров раздел – это вывод эфира. То есть мы можем эти баллы обменять на эфир. Там будет определенная шкала, которая обновляется раз в 3 месяца. То есть как у нас бонусные карточки, там, не знаю, Литуаль, МВидео, Спортмастер, раз там в полгода скидывается наши накопленные бонусы, здесь будет так же. То есть за 3 месяца мы должны достичь какого-то лимита и выбрать себе награду. То есть мы можем выбрать, как я уже и говорил ранее, редкую карту, да, может там лимитированную ввиду там Star, либо же Тир 1, то есть, ну, тоже весьма неплохо получить желтого Мбаппе, там, ну, либо же желтого Ди Марию, который, ну, реально много набирает. И стоит тоже, в принципе, немало. Либо же получить карту Тир 3 красного цвета. Возможно, это будет ДНПшный игрок, но большая вероятность будет получить там ДНПшного, допустим, голкипера.
или же защитника. Возможно, даже Sorare сделает такой вариант, то, что мы сможем сами выбрать позицию, которая нам нужна. То есть у нас будет какой-то там пул, да, я думаю, то, что там сделают из ДНПшных игроков. Если мы хотим выбрать, то нам дадут ДНПшного, да, выбираем позицию голкипер, защитник, полузащитник или нападающий, либо же рандомную, но чуть посильнее играющий. То есть, ну, я не знаю, как это будет сделано, но задумка, я думаю, интересная, и администрации можно об этом сказать будет. Но как это выкатится, мы все об этом сразу же узнаем. Второй вариант, как я и говорил, это повышение опыта карточкам игрокам, то есть это для, можно сказать, олдов, да, которые уже давно в проекте, либо же люди, которые сразу зашли с хорошей суммой, то есть возможность прокачать дополнительно свои карточки и иметь несущественное, но небольшое преимущество против других таких же менеджеров, которые не играют в Sorare Академии. Но я думаю, Sorare Академии никто мимо пропускать точно не будет. И третий вариант, который самый желанный будет для всех, это вывод эфира. То есть мы можем накопить баллы и вывести эфир. Если мы выводим эфир, да, мы получаем все те же 0,01-0,02, как в Дивизионе 4. Но из Дивизиона 4 All Star, конечно же, уберется денежная награда. Как они и говорили, они планировали это в конце лета убрать, но уже сентябрь, все, есть минимальный порог. Поэтому это, с одной стороны, пока что хорошо, что не выкатывают, но с другой стороны, не очень. То есть администрация анонсировала то, что мы можем вывести будем от 50 до $2000. То есть это будет привязка больше, наверное, к фиату, да, то есть, ну, не будет такого, то, что там мы сейчас можем забрать 40, да, если там $4000 стоит эфир, там $40-80, да, если он падает меньше, то меньше, если растет больше, то мы будем забирать стабильно, то есть мы там достигли порога, там образно 2000 очков за 3 месяца, мы забрали там $2000. В принципе, неплохой вариант для развития, да, потому что не каждый может даже запрыгнуть в минимальный порог и сидеть там. Вот, допустим, я на Sorare на минималках запрыгнул всего из, там, сколько, наверное, 20 игровых недель, да, плюс там у меня был текстовый вариант, плюс были сборные, плюс какие-то паузы были, то есть геймвики не пропускал, наверное, геймвиков 20-25 я отыграл, я запрыгнул минимальные награды, чтобы не соврать, ну, раз 5-6. То есть и так большинство менеджеров, которые только начинают свой путь в Sorare, это будет большое подспорье для развития. Поэтому Sorare Академию не стоит будет забывать. И будьте уже, кстати, готовы. Возможно, какие-то пункты будут переделаны, да, потому что администрация работает, я думаю, над этой системой. И я думаю, им будет не камильфо, да и нам, да, там искать игроков, которые там 45 порог не проходят. Возможно, пороги уберут и сделают прям какое-то отдельное ограничение, да, допустим, для игроков, там, которые находятся в тир 3, либо же в тир 2, и ими будем играть. А возможно, даже пороговые значения берут, и мы сможем просто играть сами против себя и зарабатывать баллы, их потом обменивать, либо же на деньги, либо же на карты, либо же там еще на что-то. И это на самом деле очень круто, потому что мы можем благодаря Sorare Академии расти вверх. То есть если сейчас большинство менеджеров хотят расти вширь, то есть они там закупают себе 100, 150, 200 красных карт, на синие так косо, конечно, смотрят, но, к сожалению, такая тенденция, то, что все менеджеры стараются разрастись вширь, потому что тяжело участвовать там во всех дивизионах, да, в каждом геймвике, когда у тебя всего там 20-30 карт. Менеджеры покупают 100 карт и потом сидят, половину закидывают в тренинг, а вторую половину закидывают в свои лиги, там по всем лигам разбежались, и толку от этого, конечно, есть, да, они имеют профит, что-то они перепродают, но основной темп, который планирует Sorare, рост от красных карт до черных, он слишком медленный. То есть мы это сами можем заметить, если мы зайдем там в дивизионы 4, то там у нас 10 тысяч зарегистрированных, а в Дивизион 3 у нас там 1000 зарегистрированных, а в Дивизион 2, если перейдем, где только супер редкие и уникальные, то там всего там 200-300 человек. А если зайти в уникальный дивизион, ну, если наберется там 20-25 менеджеров, уже хорошо. То есть, ну и, конечно же, администрация хочет, чтобы больше менеджеров было с уникальными картами. А уникальные карты – это прибыль самих Sorare, поэтому наилучшим толчком, что может быть, как раз таки это Sorare Академия. Ну что ж, я надеюсь, ты усвоил урок
понял то, что нужно будет готовиться к Sorare Академии, и уже будешь начеку. Ну а так, за хорошую информацию поставь лайк, подпишись на канал и, конечно же, следи и жди новые видео. А чтобы не пропустить, нажми на колокольчик. Пока!